Друзья, всем привет! Я много лет мечтал посадить орхидеи в этот грунт. И вот моя мечта в прошлом году наконец-таки осуществилась. На просторах интернета мне попался этот грунт, я его купил и наконец-таки мы вместе с вами ровно год назад, в ноябре прошлого года, сделали пересадочки в этот грунт, в кору этого дерева. А почему я не сделал посадки орхидей в кору этого дерева еще раньше? Да потому что это дерево у нас не так-то просто, ну как сказать, и найти. Все деревья, они практически у нас на учет, и любое спиленное дерево, свалившееся дерево, она тут же на примете становится у краснодеревщиков. Да. И вот кору от этого дерева не так-то просто у нас было найти. И вот в прошлом году мы вместе с вами в ноябре, 18 ноября, сделали пересадочку 3 орхидей, одну из которых вы сейчас видите на экранах своих. Я сейчас переключу камеру, мы посмотрим, как чувствует себя орхидея в этом грунте. Но сразу скажу, когда мы вместе с вами пересаживали эти орхидеи, немало было скептиков, которые говорили: все, орхидеям хана, орхидеи не выживут, потому что эта кора, она содержит вещества, которые ядовиты, которые просто убивают все живое. И вот прошел год, и в принципе сегодня, хотя мы и делали промежуточные такие несколько видео, у нас есть отдельный плейлист про эти посадки. Одну из 3 этих орхидей мы уже успели разыграть на нашем канале в одном из ежемесячных розыгрышей орхидей среди зрителей и подписчиков нашего канала. И вот у нас их осталось 2, и вот сегодня, как говорится, год прошел, и можно уже как бы подвести итоги. И я скажу о плюсах и минусах этой коры и посадки орхидей в эту кору. Это, друзья, кора дуба. Так, вот они, наши 2 красоточки, на которые мы сейчас посмотрим, как они выглядят и что с ними происходит. Сразу хочу сказать и посоветовать для понимания ситуации посмотреть эти орхидеи в самом первом видео в плейлисте, который называется «Орхидеи в коре дуба». Так у нас плейлист на канале называется, где мы эти красоточки потрошим и пересаживаем вот в эту вот кору 18 ноября прошлого года. Сегодня, для понимания, у нас 30 ноября уже 22 года, а в 21 году мы пересадили эти орхидеи. Ну, давайте начнем, наверное, с этой орхидеи. Она была самая такая сложная, потому что у нее практически отсутствовали корешки. Был один вот такой смезинчик, и мы на свой страх и риск посадили эти орхидеи вот в такую крупную кору, потому что на тот момент у меня была только крупная кора. Это уже после того, как продавец увидел, что мы сделали посадочки вот в такую вот крупненькую кору. Нашла у себя кору помельче и предложила любезно протестировать помельче вот такую кору. Мы ее купили. Вот такая вот она, фракция, наверное, где-то по 2-3 сантиметра. А здесь у нас кора намного крупнее. Здесь она по 3, по 4, даже некоторые куски есть по 5 сантиметров. Вот такие вот крупненькие. Смотрите, какая она влагоемкая. И все, и мы посадили, значит, 3 орхидеечки. Одна из этих 3, как я уже сказал, прекрасно себя настолько почувствовала, зацвела. Мы ее разыграли, нарастила корни и все такое прочее. Ну вот по прошествии года, кстати, пару дней назад у меня был полив, это вот еще стекает вода. Вы видите новые корни у орхидеи, вот такие вот сочные, зеленые.
Вроде бы все такое, знаете, хорошо, все прекрасно, и никакие дубильные вещества, которые содержатся в коре дуба, вроде бы как и не влияют на корневую систему. Но вот я что хочу сказать из минусов, значит, этой коры, в том, что я буду делать честный отзыв, без всяких там, ну как сказать, утайств. Скажу то, что все 3 орхидеи, которые мы посадили с их родными на тот момент корнями, они все корни, ну, практически погибли. По крайней мере, с видимой части, когда мы сажали и где их было видно, ну, чтобы как-то следить, все корни погибли, то есть поотсыхали, позасыхали, и вот если где-то там обратить внимание, вот у нас тут один был ее родненький корень, вот он, видите, во что превратился, и вот все, что видно, вот это зеленое, это исключительно уже наросли корни непосредственно уже в этой посадке. Ну, я не раз говорил о том, что орхидеи, они такие удивительные растения, что вновь растущие корни, они обвыкаются и привыкаются к той посадке, к тому грунту, в котором они были посажены. А очень часто старые корни орхидей, которые мы достаем при пересадке из одного грунта в другой, очень часто погибают. Ну, потому что новый грунт не соответствует тем условиям, в которых они выросли, к которым они привыкли. Никакие танцы с бубнами взяли горсть предыдущего грунта, кинули в новую посадку, не помогут. Ну, такое нередко бывает. Не всегда, но бывает. И вот в случае именно с корой дуба, друзья, у всех 3 орхидей, их старые корни с видимой части, я не могу сказать, что там внутри, потому что мы не доставали. Но то, что было прозрачно то, что было видно через прозрачную стеночки горшков, у нас все погибло. Это вот одна орхидея маленькая, пока она еще не цветет. На момент пересадки она у нас зацветала, и прекрасно все 3 орхидеи у нас отцвели, когда мы пересадили в кору дуба. То есть кора дуба как-то, знаете, так благотворно повлияла. Это, значит, маленькая без корней была. Вот эту орхидею мы сажали, она, наверное, с одними из самыми лучшими была корнями, поэтому мы ее посадили в такой большой горшок. Но в итоге, и даже в этом горшке, ну вы видите, здесь новые, все зеленые корни, еще раз повторюсь, это новые корни орхидеи нарастила. От старых корней, вот я смотрю сквозь, ну что-то может где-то и просвечивается, но боюсь, что их тоже в этой посадке как бы нету. Есть только новенькие, которые вот они, если обратите внимание, наросли. Не могу перевернуть камеру, но снизу, уверяю вас, здесь много новых свежих таких зеленых корней. Хотя нет, вот я вижу там старые корни, которые при пересадке укладывались в серединку. Но тем не менее, с видимой части много корней погибших. Вот. Это вот, значит, 2-я орхидея, которую мы пересаживали. И на тот момент, ровно год назад, мы ее пересаживали. Вот этот маленький листик у нее был самым молоденьким, верхним, такой искривленный. И за этот период у орхидеи выросло 3 новых листика, и уже из новой пазухи выросшей у нас орхидея выпустила цветонос. Вот вы, собственно говоря, его и видите. Это вот, значит, что из минусов. Ну, еще один из минусов того, что если вы обратите на корни, верхние корни этих орхидей, но я не до конца их, конечно, мочу, то есть поливаю замачиванием на 2/3 высоты, но даже иногда бывает, что вот как-то у меня грунт промачивается доверху, и если вы обратите внимание, то наверху на кусочках орхидей происходит вот это вот, значит, вымачивание кусочков и скапливание вот этих вот смол из коры, солей,
и вот этот вот, значит, пигментная вот эта вот краска, да, темно-коричневая, которая в коре, дубильные вот эти вещества содержатся, и они, видите, осаживаются, вот, окрашивают верхние корешки в такой вот коричневый цвет. Ну, мы знаем, что в коре у нас содержатся красящие вещества, и первое время в поддончике, когда поливал орхидею, первое время вода была прям такая, знаете, как чайного цвета, с очень большим количеством дубильных веществ. И вот немало было зрителей, которые говорили, что дубильные вещества орхидею убьют, орхидея погибнет. Но вот прошел год, и, ну, собственно, результат вы видите на своих экранах. Вот, кору я не варил, ничего с ней не делал. Вот как есть, мы ее так и пересадили. За единственным исключением, что на ваших экранах здесь кора чуть помельче, чем мы сажали. Видите, здесь даже есть куски вот такие вот. Ой, ну здесь приросла она. Хотел взять ее, но там, по-моему, прилип корень к куску. Ну, в общем, здесь вы сами видите куски побольше, чем те, которые я вам показываю в этом блюдце. Вот такие вот кусочки интересные. То есть вот как есть, так и мы и посадили. Была бы вот такая кора на тот момент, когда мы сажали, я бы, конечно же, посадил вот в помельче. Но мне было очень-очень интересно, как орхидеи будут себя чувствовать. Дело в том, что я неоднократно читал в европейских источниках, архаманов, европейских архаманов, которые активно сажали свои орхидеи вот в кору дуба и ничем при этом не обрабатывали. И очень нахваливали. Поэтому я, собственно, и загорелся посадкой в кору дуба. Но с учетом того, что у нас в регионе, ну даже не в регионе, скажем, а в стране, в которой я живу, и близлежащих странах у нас распространена кора хвойных пород, поэтому мы, собственно, и сажаем в кору хвойных пород, и кора хвойных пород, она, ну, скажем, тоже не, ну, скажем, тоже такая хорошая, и завоевала все орхидейные рынки, и в нее, собственно говоря, и сейчас 90% сажают. Возможно, бы и сажали в кору дуба, но у нас нет столько дубов в природе, не только у нас в стране, но и по всему миру, чтобы сажать в эту кору. Поэтому и сажаем в хвойные породы. Что касается, это я рассказал, почему я посажал в кору дуба, потому что вот начитался отзывы европейских архаманов, и причем не современников, а именно вот те, которые сажали 20, 30, 40, 50 лет назад, именно в кору дуба. Да. И вот тот такой вот результат. Теперь, что касается минусов, точнее плюсов, да, о минусах я уже сказал. А минусы — это то, что старые корни, ну, по крайней мере, вот у 3 наших орхидей в большинстве своем погибли. Это первый момент. Второй момент, то, что у нас окрашивается, ну, вы сами видите, в чайного цвета, в коричневый цвет поверхность. То есть год спустя это не особо, скажем, как-то влияет на корни. Но я думаю, что еще через год, через два вот эти вот коричневые пятна, они начнут разрушать филамен. И филамен начнет разрушаться, гнить, и вот здесь наверху у нас будут прожилки, то есть будут тяжи только, орхидеи без оболочки, без филамена, пустые корни будут. Значит, из плюсов хочу сказать, что дубильные вещества как раз таки, они играют еще и хорошую положительную такую вот роль. А именно в том, что дубильные вещества, они пагубно влияют на микрофлору и фауну в том числе. Ну и к фауне я имею в виду различные насекомые,
которые питаются разлагающейся органикой, которые, например, там грибные комарики селются в органических грунтах, откладывают личинок, и потом мы видим множество разлетающихся мошек всевозможных из грунта. Здесь практически такого нету. Но это не только мое наблюдение, это наблюдение еще и других людей, которые до меня сажали орхидеи в дубовую кору. И потом еще и вместе со мной, насмотревшись видео и посмотрев результаты. Вот, кстати, видите, смотрите, как коричневая вот это вот осаживается краска из дуба. Вот, прям вот очень сильно на веломене это видно. Не знаю, как в будущем это все будет выглядеть, об этом мы узнаем в будущем, естественно, да, еще в процессе эти орхидеи так и будут у меня в коре находиться, хотя у меня есть желание перепосадить эти орхидеи, то есть достать, посмотреть, что там с корнями, которыми мы сажали, и сделать пересадку орхидей в более такой, знаете, в мелкую кору, но опять же в чистую, без каких-либо добавлений. И у меня появилось еще такое желание кору эту проварить, то есть не сажать ее вот именно в такую, выварить ее, вымочить, то есть, ну, вот эти вот немножко дубильные вещества, избавиться от этих дубильных, вот этих красящих, в первую очередь, веществ, которые в дальнейшем могут как-то, ну, вот, влиять на корни, да, Митя, мяу, вот, Митька тут у меня пришел, вот он под столом, Митюха, вот, там у меня и Маська, все тут у меня, Мить, Мась. Масюша. Да, Митька, мяу, все мяу. Это он хочет на стул сесть. Вот. Сейчас я тебя подсажу, Мить, я уже заканчиваю. В общем, друзья, вот такой вот сегодня, ну, не хочу сказать итоговый, межитоговый обзор орхидей в дубовой коре. И какие плюсы, минусы и, собственно говоря, сейчас, Мить, сейчас, не мяукай, сейчас. Вот. И что и как они выглядят, и что с ними, в общем-то, происходит. Вот такая вот, смотрите, даже из коры вылез вот корень и растет наружу. Вот. Конечно, крупные куски коры, они немножко усложняют уход за орхидеями моими, полив, потому что я живу в сухом климате, в жарком климате, в весенне-летний период. И здесь немножко, конечно, да, могут не совсем объективно, вот так скажу, расти корни. Вот, поэтому с учетом всех вот этих нюансов и того, что появилась у меня мельче кора, мы, наверное, еще сделаем не одну посадочку для закрепления, так сказать, наших наблюдений. Ну и эксперимента ради. Все-таки... Сейчас, Мить, я тебя подсажу. Сейчас. Вот. Сейчас. Все, что вы просто... Сейчас, Мась, я тоже его подсажу. Не переживай. Все, Маська это самое запереживала, что Митька просит, а я его сейчас... Да мяу, да, мяу. Так, друзья, все, давайте. Всем пока. Кот требует внимания.